Киммерийцы. Когда беженцы сильнее империи, горы закончились, и перед глазами изможденных людей в войлочных капюшонах открылась залитая солнцем равнина. Лошади, почуяв сочные травы, рвались вперед, повозки качнулись, и огромная масса людей двинулась вперед. Они ощущали явное облегчение. Они были спасены от голода на сегодня. А может быть, враг, жестокие и кровожадные пришельцы, что пьют кровь, снимают кожу и ослепляют пленных, потерял их след. Пройдя Кавказ, в Азию вошли киммерийцы, спасающиеся от скифов. Киммерийцы – один из самых древних народов, которые проживали на территории нынешней России, занимая степи Евразии на самом западном краю. Они обеспечивали доминирование кочевых народов для этих территорий еще до прихода туда скифов и сарматов. Истребление этого народа скифами положило конец самобытной цивилизации, что для ученого ставит очень много вопросов, не имеющих ответа на сегодняшний день. Кем был тот народ? С кем враждовали и торговали, кроме скифов? Все, что мы знаем, известно из хроник стран Ближнего Востока и нескольких текстов греческих авторов. Пик активности киммерийцев приходился на первую половину первого тысячелетия нашей эры. Согласно древним источникам, их следы есть на территории Кавказа, Крыма и всего Причерноморья. Также есть некоторые признаки проникновения их в Закавказье и Малую Азию еще до вторжения на Ближний Восток. Страшный народ Гемеру, первое письменное упоминание о киммерийцах, приходится на 714 год до эры. Киммерийцев фиксируют ассирийские летописи под именем народа Гемеру. В этот период они находятся в районе озера Сиван и платят дань царю Урарту-Руся, который вскоре попытался устроить карательный поход на пришельцев, но потерпел разгромное поражение, спрятался в горах, бросил свой народ и войско. Спустя некоторое время киммерийцы находятся уже в Малой Азии. В 679 году до нашей эры ассирийский царь Асаргадон разбил войско киммерийцев. Но победа не имела существенного значения, а вскоре киммерийцы напали и подчинили себе одну из частей Ассирии, Фригию. Что интересно, память о киммерийцах есть у народов Северной Осетии. Эпос Нарты упоминает некий народ Гимер, который предшествовал нартам. Греки знают киммерийцев из Одиссеи, но их землю характеризуют на мифологический манер некие туманные мрачные края на северо-западе, где никогда не светит солнце. В начале 70-х годов VII века вожди племен киммерийцев вступили в соглашение с Ассирией и остатками царства Урарту. Логично, что сильными пришельцами захотели воспользоваться все государства региона в своих целях и друг против друга. В армиях появляются наемники-киммерийцы, а их совместные армии вторгаются в Лидию-Фригию, сокрушая чужие войска на своем пути. Конец идиллии ближневосточных царств и киммерийских наемников положили скифы. Спустя примерно 50 лет после вторжения киммерийцев в Переднюю Азию туда же вторгаются скифы, тоже ираноязычные племена, тоже кочевники и весьма искусные воины. Пройдя через современный Дагестан и Дербентский переход, многочисленные кочевые племена скифов фиксируются на территории нынешнего Азербайджана и атакуют киммерийцев. Причины вражды скифов и киммерийцев неизвестны, но древние авторы сообщают о том, что они имели некий конфликт на религиозной основе, и скифы буквально преследовали киммерийцев с намерением истребить их до последнего человека. Скифы прямо и без рассуждений вступают в территорию Ассирии, и в столкновении с ней погибает скифский вождь Ишпаксай. Однако затем скифы уже не допускают поражений, они поддержат восстание в Мидии против ассирийцев и наносят тем чувствительные поражения. Вероятно, восточные правители использовали киммерийцев и скифов для того, чтобы они воевали друг с другом. Столкновение двух пришлых элементов привело к полному разгрому киммерийцев и усилению скифов. Они выросли в настолько большую военную и политическую силу в регионе, что фактически стали доминировать. Когда царь Ассирии Ашурбанипал умер около 633 года до нашей эры, империя погрузилась в междоусобицы, чем воспользовались скифы, завоевывая части государства и соседние территории. Войско скифов дошло до Египта, и фараону лишь удалось откупиться от завоевателей с севера. 25 лет скифы властвовали в Азии, доведя хозяйство до полного расстройства, как пишут об этом греческие историки. Следы этого нашествия и пребывания
мы можем видеть в генетике скифов, где часты ближневосточные гаплогруппы в элементах культурного стиля, ближневосточных драгоценностях и оружии. В свою очередь скифы и киммерийцы ввели новую тактику войны для ближневосточных царей. Это массовая конно-стрелковая атака, распространение нового типа стрел, более мощные степные луки, пришли на замену пехотному ополчению из рабов при поддержке немногочисленных лучников и колесниц. Киммерийцы же пропали без следа. Они исчезли, будучи истребленными до последнего человека, или сумели откочевать куда-то в безопасное место. Сейчас уже неизвестно. Скорее всего, более вероятным будет вариант уничтожения киммерийцев. Об этом пишет Геродот, что еще проживая на территории нынешней Украины, народ киммерийцев столкнулся с агрессией скифов, которые переселялись к ним из Азии. Вожди стали советоваться, вступить ли в бой со скифами или покинуть свою страну. Их мнения разделились, несколько царей предлагали умереть, сражаясь за свою родину, другие же решили уйти. В итоге киммерийцы разделились на две группы, одна из которых ушла на Кавказ, а вторая дала бой скифам. Учитывая то, что скифы потом пришли за киммерийцами на Ближний Восток, вероятно, что решительная часть киммерийцев бой проиграла. А скифы с тех пор известны тем, что никому из своих врагов они не оставляют права остаться живыми. Кем были киммерийцы этнически? Долгое время наука считала их кельтскими, германскими, славянскими или кавказскими народами. Но в последние 100 лет языковеды относительно единодушно признают, что они были ираноязычным народом, в общем-то родными братьями тех же скифов. Это очевидно по именам их вождей, легко выводимым из индоевропейских – Тиушпа, Дагдаме, Шандакуру. Киммерийцы были народом кочевников-скотоводов, очень похожими на следующими за ними скифов и сарматов. Большую роль в жизни играли войны, которые вели киммерийцы часто и с большим удовольствием. Вероятно, являлись сторонниками тех же анималистических верований, что и скифы. Что касается внешнего вида, то о киммерийцах известно всего лишь два изображения на греческих вазах. На них люди, одетые в узкие штаны и приталенные блузы. На голове у них очень своеобразные шапки или башлыки с длинным и высоким верхом, напоминающие колпаки средневековых гномов из сказок. Киммерийцы использовали очень длинные, свыше метра, железные мечи, короткий кинжал, а также грозные сложные луки. Однако защитное вооружение они практически не знали, ограничившись кожаными нагрудниками. Существует несколько маргинальных теорий, которые выводят от киммерийцев более современные нам народы. Киммерийцы, как часть индоевропейского общества кочевников, будучи изгнанными со своих мест скифами, вышли на территорию Западной Европы и стали родоначальниками кельтов, о чем косвенно свидетельствует то, что зачастую кельтов и называли киммерийцами, как в античность, так и в средневековье. Кельто-германские племена кимров и тевтонов вторгались в Рим, и до сих пор в западной культуре слово киммерия ассоциируется с кельтским миром. Плутарх сообщает о том, что часть киммерийцев во главе с царем Лигдамисом бежала с берегов Черного моря в Азию. Но самая большая группа киммерийцев переместилась в лесные края к Северному морю, в землю полярных дней и ночей, и дала начало германским и кельтским народам, что, возможно, и имеет некие основания. Германские длинные дома очень напоминают скифские повозки, поставленные на землю. Скандинавские орнаменты крайне схожи со скифо-сибирским звериным стилем, а колесницы и бережное отношение к лошадям есть у всех европейских народов индоевропейского корня. Может быть, романтичная версия о миграции степняков в глухие северные леса, с последующим их стремлением назад, на юг, в священную страну Оюм, возможно, не так уж и нелепо. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.